Представьте, вам дают шанс выбраться из долгов и начать новую жизнь, обещая баснословную сумму денег. Единственное условие — сыграть в несколько детских игр, но не на жизнь, а на смерть. Кажется, что цена слишком велика, и можно найти другой путь, без таких жертв. И тем не менее, сотни людей добровольно соглашались на участие в смертельной игре, зная, чем это может закончиться. В этом видео я покажу, какие манипуляции использовали организаторы игры в кальмара, чтобы привлечь в свои игры участников. А также покажу, как эти же манипуляции влияют на нас в реальной жизни через рекламу и соцсети. Досмотрите этот ролик до конца, чтобы проверить, не стали ли вы жертвой похожих манипуляций. Одно из главных правил успешных манипуляций – правильно подобрать жертву. В игре в кальмара участников подбирали не случайно, а с холодным расчетом. Их объединяло одно – финансовый кризис и отчаяние. Они уже были сломлены жизнью и этим грамотно воспользовались. Как именно проводился отбор? Вербовщики искали людей в бедных районах, возле подпольных казино, в микрозаймах и кредитных организациях. Это логично. Человек, который проиграл последние деньги, более уязвим для заманчивых предложений. Вспомним главного героя. Он по уши в долгах, играет в детскую игру на станции метро, терпит унижение, но после пары побед получает деньги. Это создает эффект легкого выигрыша, заставляя его поверить. А вдруг не повезет и дальше? Такой подход – классическая стратегия маркетологов. Дать попробовать, вовлечь в процесс, а затем постепенно перейти к более серьезным ставкам. Его не приглашают сразу в основную игру. Нет, сначала потенциального участника проверяют. Если он согласен терпеть пощечины за деньги, значит, у него сдвинуты границы допустимого. Он уже принимает унижение ради выгоды, а значит, легко примет и более жесткие условия. Помимо этого, для героев активно создают иллюзию элитарности. Им не предлагают игру в людных местах или в интернет-рекламе, а вербуют лично, дают эксклюзивное приглашение. Это психологический трюк. Когда доступ ограничен, предложение кажется более ценным. Как этот прием используют в маркетинге? Когда речь идет о сомнительных схемах быстрого заработка, таких как ставки или онлайн-казино, реклама нацелена на уязвимую аудиторию – студентов, безработных или людей с финансовыми трудностями. Используются заманчивые обещания, высокие шансы на выигрыш, легкие деньги, крупные суммы на счете. Вначале действительно позволяют заработать небольшую сумму, чтобы создать иллюзию, что заработать целое состояние таким способом не так уж и сложно. Помните, как в сериале показывали шар с деньгами? Это заставляет поверить, что большой выигрыш совсем близко, и создает ощущение контроля и иллюзию легкой победы. Раз повезло один раз, значит повезет и дальше. Сетевой маркетинг и инфобизнес также часто используют подобные триггеры. Обещания вроде «работа из любой точки мира» или «заработок от 100 тысяч рублей за первый месяц» заставляют человека поверить, что путь к финансовой свободе лежит прямо перед ним. Используют и ту же эксклюзивность. Людям внушают, что это уникальная возможность, доступная только сегодня и только сейчас, и что таких предложений больше не будет. Также активно используется социальное доказательство. Показывают примеры успешных студентов, которые начали с нуля и за несколько месяцев заработали миллионы, при этом оставляя за кадром реальные трудности. А люди начинают верить, что такие результаты доступны каждому. Эти техники – пример того, как маркетинг может использоваться неэтично. Ложные обещания, иллюзия легкости и успеха могут привести к необдуманным решениям, которые навредят финансовому положению и самооценке человека. Однако важно понимать, что маркетинг сам по себе не является обманом. Все эти приемы можно использовать честно и этично. Хороший пример, как это может работать, это курс «Наука маркетинга» от Наташи Панфиловой, где маркетинг разбирают именно с научной точки зрения. Прям моя искренняя рекомендация, так как я сама прошла этот курс и почерпнула для себя много всего интересного. В нем подробно объясняют, как работают манипуляции, как их можно применять в блоге и продвижении без вреда для людей. И хотя я сама не новичок, курс помог мне еще раз структурировать свои знания и посмотреть на маркетинг под другим углом. Разобраться в том, как работает мозг человека, как в принципе работает потребительское поведение с точки зрения науки и нейробиологии. Курс огромный, много практики и домашек. Каждый из учеников делал прям целую дипломную работу. Также мне очень понравилось, что у Наташи есть целый отдел исследователей, которые мониторят научные статьи, а самым интересным делятся с подписчиками. Кстати, одна из Наташиных статей про маркетинговую кампанию Трампа даже была опубликована в научном журнале Екатерины Михайловны Шульман. Поэтому от души рекомендую подписаться на Наташу в Ютубе, в Инстаграме и впитывать все, что она говорит. Это правда очень ценная и полезная информация. В игре в кальмара все начиналось с безобидных карточек. В реальной жизни с бесплатных пробников и демо-версий. Главное вовремя заметить, что игра уже началась. Чем меньше информации, тем сильнее желание узнать правду. Как мы уже говорили, участников не набирали массово. Каждому вручали персональное приглашение в виде красной карточки с номером телефона. Игроки не знали, кто организаторы, каковы условия и что их ждет. Но эта секретность только подогревала интерес. Когда ты получаешь предложение, которое нельзя найти в открытом доступе, создается ощущение уникальности и элитарности. Люди чувствовали, что что-то здесь неладно, но если мне дали приглашение, значит, наверное, я особенный. Если бы организаторы сразу сказали: мы устраиваем смертельные игры, хотите сыграть? Никто бы не согласился.
согласился. Вместо этого игрокам дали минимальную информацию, но ровно столько, чтобы зацепить. Есть способ быстро разбогатеть. Никаких подробностей, просто позвони. Это работает так же, как тизеры в рекламе. Нам не дают всю информацию сразу, а создают загадку, которую хочется разгадать. Как это используют в маркетинге? Крупные бренды вроде Nike, Supreme или Rolex выпускают лимитированные коллекции, зная, что дефицит создает ажиотаж. Блогеры делают часть контента доступными только для избранных. Создают закрытые телеграм-чаты по подписке, делают эксклюзивные мероприятия и закрытые распродажи для своих. Или, например, Apple делает ограниченную доступность новых моделей на старте продаж, чтобы создать ажиотаж и очередь за статусом. Когда продукт доступен всем, он кажется обыденным, но если его нельзя просто так получить, он становится объектом желания. Организаторы игры в кальмара не умоляли игроков прийти, наоборот, создавали ощущение, что вход только для избранных. В рекламе и продажах этот же принцип заставляет людей бороться за лимитированные товары, вступать в закрытые клубы и гнаться за уникальными возможностями. Как говорится, лучший способ продать что-то — создать ощущение, что этого уже не осталось. После первой игры участникам предоставили выбор. Они могли уйти навсегда, забыть этот кошмар и попытаться жить дальше. Но большинство продолжило играть, уже по своей воле. Почему? Потому что страх потери сильнее страха смерти. Пока выигрыш был просто словами, игроки сомневались. Но когда перед ними показали гигантский стеклянный шар с деньгами, выбор стал очевиден. Здесь сыграл эффект видимой награды. Когда деньги существуют только на словах, они для нас как будто бы не существуют. Но как только перед глазами появляются реальные купюры, мозг понимает, что они вполне могут стать нашими. В реальном мире героев ждала безысходность. Долги, кредиторы, нищета. Да, игра смертельно опасна, но что если рискнуть и выиграть? Поэтому логика довольно понятна. Деньги в любом случае кому-то достанутся, поэтому лучше, чтобы они достались мне. Как это используют в маркетинге? Когда речь заходит о покупке чего бы то ни было, маркетологи всегда держат нас в тонусе. Только сегодня скидка 50%, завтра цена вырастет. Или на курс осталось всего 3 места. Это классический прием. Страх упустить возможность. Или фома. Мы боимся, что завтра будет поздно, поэтому принимаем решение прямо сейчас. Но есть и другая уловка – эффект потери. Люди больше боятся что-то упустить, чем хотят что-то получить. Именно поэтому на Airbnb пишут: этот отель просматривали 10 человек за последний час, а на Booking остался всего 1 номер по этой цене. Видишь, ты все еще раздумывал, а кто-то уже может занять твое место. Поторопись. Все это работает по одному принципу – создать ощущение, что прямо сейчас у тебя есть шанс, но если ты им не воспользуешься, кто-то другой заберет его вместо тебя. Игроки вернулись не потому, что хотели смерти, а потому, что боялись, что их жизнь так и останется безнадежной. В маркетинге этот же принцип заставляет людей покупать, бронировать и подписываться прямо сейчас, потому что иначе будет поздно. Когда все вокруг говорят «да», сказать «нет» становится почти невозможно. Участники игры в кальмара не были глупцами. Они прекрасно понимали, что участвуют в смертельном развлечении. Но когда сотни людей вдруг принимали те же правила, другие игроки подсознательно думали: если все так поступают, значит это правильно? Конечно, вначале все были напуганы, но когда первые подписали контракт, остальные начали делать то же самое. Чем больше людей соглашалось, тем нормальнее это казалось. Кроме того, страх оказаться одному заставляет нас идти за толпой. Представь, что ты сомневаешься, но вокруг тебя десятки людей уже приняли решение остаться. Если ты уйдешь, ты останешься один, а если останешься, будешь частью группы. Это психологически безопаснее. Поэтому даже когда был шанс остаться, игроки продолжали играть. Не потому, что они хотели, а потому, что толпа убеждала их, что так правильно. Этот же эффект используют в маркетинге. Мы доверяем продукту, если у него 1000 положительных отзывов, даже если раньше о нем не слышали. Видим, что товар на Озоне или на Booking с высоким рейтингом и автоматически считаем его качественным. А также верим в качество обучения, когда читаем историю успеха выпускников. А когда нам показывают фото до и после, сомневаться становится почти невозможно. Чем больше цифры, тем сильнее доверие. 1 миллион довольных клиентов. Этот продукт покупают каждые 10 секунд. И все, мозг убежден, что это стоящая вещь. Мы принимаем решения не только на основе логики, но и глядя на других. Участники игры в кальмара соглашались, потому что видели сотни людей, которые уже приняли эти условия. В маркетинге этот же эффект заставляет нас покупать, бронировать и пробовать. Просто потому, что все это уже сделали. С самого начала игроков сразу окунают в мир, который полностью оторван от реальности. Лабиринты, гигантские куклы, пастельные цвета – все это делает происходящее похожим на жестокую сказку. Чем нереальнее кажется место, тем сложнее человеку сопротивляться. Он уже не в обычной жизни, он в игре, а значит должен подчиняться ее правилам. Дальше система ролей. Охранники все одинаковые, у них нет лиц, нет личностей, только маски и форма. А у игроков даже имен нет, только номера. Это важно. Если тебя размывают как личность, если ты чувствуешь себя маленькой частью системы, то ты менее склонен к бунту.
Так работает психология. Если человек не чувствует личной ответственности, он легче подчиняется. Эти же принципы используют бренды в реальном мире. Когда ты заходишь в Макдоналдс, ты сразу ощущаешь стандартизированность и порядок. В каждом ресторане одинаковый дизайн, одинаковая форма у сотрудников. Это создает ощущение того, что ты везде находишься в одном и том же мире, при этом абсолютно неважно, в какой стране это происходит. Это помогает бренду контролировать твой опыт. Ты не отвлекаешься на детали, не тратишь время на то, чтобы понять, как оформить заказ и какую еду выбрать. Все продумано заранее. Осталось просто взять и погрузиться в этот мир. Организаторы игры в кальмара использовали брендинг не ради красоты, а чтобы управлять поведением игроков. Бренды делают то же самое. Они используют цвет, форму, пространство, чтобы мы подчинялись их правилам. Так что в следующий раз, когда зайдешь в магазин, посмотри вокруг и спроси себя, а какие правила мне навязывают? «Игра в кальмара» — это не просто сериал, а целый учебник по психологии влияния. Мы каждый день сталкиваемся с подобными манипуляциями, когда оформляем пробную подписку, видим ограниченное предложение или читаем восторженные отзывы. Вопрос в том, кто играет, а кто управляет игрой. Если тебе понравилось видео, не забудь поставить лайк, чтобы алгоритмы продвигали этот ролик дальше. Ну и подписывайся на канал, чтобы узнавать больше о маркетинге и психологии продаж. Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца, и встретимся с вами в следующем видео. Пока-пока!